Всех приветствую. Сегодня банкноты Азербайджана и Бразилии. Этих стран еще не было. Давайте посмотрим. Первая 50 монат выпускались с 1993 года. У меня, скорее всего, 1999, так как на банкнотах год не указан. Но по серии, скорее всего, 1999 год. На ней мы видим посередине девичья башня в Баку. Ориентировочно 12 век. В 18-19 веках использовалась как маяк. Потом, согласно исследованию Вейса, Ибрагимова была античной ректификационной колонной для переработки нефти. В 1964 стала музеем. В 2000 была включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Также, если посмотреть на заднем плане слева, изображена дворцовая мечеть Ширваншаха в Баку. Это мечеть 15 века, является частью дворцового комплекса Ширваншахов. Имеет два молельных зала, мужской и женский. Высота 22 метра. Сохранилась надпись на арабском языке о строительстве минарета султаном Халилулой I в 1441 году. А девичья башня высота 28 метров. С другой стороны, просто написано 50 монат, номинал, национальные орнаменты. В принципе, 100 монат отличается только цветовой палитрой. Видите, в принципе, та же девичья башня и дворцовая мечеть Ширваншахов. С другой стороны, идентично номинал указан купюры. Следующая купюра 250 монат. Здесь уже нету дворцовой мечети, здесь только девичья башня в Баку. Вот такая вот интересная купюра. Меняются цвета, меняется номинал, все остальное на месте. И давайте сейчас эти три купюры посмотрим на ультрафиолет. Я думаю, должно быть интересно. Сейчас. О как. Везде выделяется номинал, светится и надпись AMB. С другой стороны, вот так немножко подсвечивается орнамент, видите? Вот. Но самое больше на 50 монатах. Интересные купюры. Хорошо, что у меня такие попались в коллекцию в хорошем состоянии. И переходим к четвертой купюре на сегодня. Это 500 Крузадо, 1988 год, Бразилия. На ней мы видим изображение портрета Хейтера Вилла Лобоса. Это 1887-1959 год, года жизни. Композитор, дирижер, виолончелист, пианист, гитарист. Слева от его портрета мы видим цветущую Викторию Амазонку. Это цветок такой. На заднем плане отрывок из партитуры произведения Уирануру.
А также вот здесь мелким шрифтом с левой стороны фраза написана: я рассматриваю свои работы как письма, которые я написал потомкам, не дожидаясь ответа. С другой стороны, на заднем плане мы видим гравюру Иоганна Ругендаса. Изображен первобытный бразильский лес на берегу реки, где появляется каноэ с людьми. А на переднем плане мы видим Хейтера Вилла-Лобоса, который как дирижер управляет оркестром. Водяной знак с правой стороны тоже портрет Хейтера Вилла-Лобоса. Купюра на ультрафиолет не реагирует, поэтому просвечивать ее не будем. Вот такие 500 крузадо, тоже у меня Бразилия впервые. И теперь посмотрим все вместе все 4 купюры, которые я вам сегодня хотел показать. Очень интересная. Всем рекомендую в коллекцию. Всем спасибо. Увидимся. До новых встреч.